Эй, чувак, ты никогда не задумывался, что мы носим одну и ту же одежду каждый день? Мы... мы не носим одежду. Как насчет мы быть просто персонажи мультфильма, поэтому наша одежда не изменяется? Это невозможно. Персонажи мультфильмов просто двигают ртами, мы же открываем их, слова выходят. Эй, гайс, вы видели мою обновку Rolex? Ха-ха, завидуете? Разве твой телефон не показывает время? Может, он никогда не замечал, что в его телефоне часы? Никто не покупает роли, чтобы сказать, который час. Я даже не умею ими пользоваться. Все покупают роли, чтобы косвенно показать, сколько денег мы можем выбросить на бесполезные вещи. Эй, смотри, что мои часы могут делать. Блин, алло. Ты не поверишь, что Брайан только что купил. И что же? Оу, часы. Серьезно? Что за ботан? Оу, Брайан. Я отношусь к тем людям, которых не сильно беспокоит их внешний вид. Очень часто в школе нам приходилось говорить об адекватной самооценке. И учителя говорили штуки типа: не слушайте людей, которые называют вас уродливыми. Вы прекрасны. И все, что я мог подумать, есть люди, которые называют меня уродом. Также в основном я даже не пытался узнать что-либо о моде. Чаще всего, когда я одевался с утра, я выбирал просто самое чистое. Я даже не знаю размер своих брюк, потому что я постоянно ношу баскетбольные шорты. Я думаю, Мои родители учили меня ценить тяжелого труда, заставляя платить за всю мою одежду. Я на 100% поддерживаю этот метод воспитания. Я думаю, даже очень-очень богатые родители должны заставлять своих детей платить за их одежду. Потому что если вы просто покупаете детям все, что они хотят, то они станут засранцами, которые хотят получить все, не прилагая усилий. Это тот тип детей, которые вырастают и хвастаются своими деньгами и оставляют свои баскетбольные карточки по всей комнате. И еще, покупка одежды заставляет тебя тщательно обдумывать, на что потратить свои ценные доллары. Ты не хочешь потратить свой день впустую, поэтому выбираешь вещи, которые тебе реально нравятся. Только моя мама не разрешала мне покупать ничего с черепами. Она говорила: слишком выпендрежно. Оглядываясь назад, я рад, что пропустил это выпендрежное время. Но почему ты не разрешала мне выражать себя, мам? Спасибо, что не давал мне делать это. В 7 классе я прошел через «Я должен выглядеть круто» фазу. И однажды я накопил немного денег, так что мы с мамой отправились за покупками в Coils. Хэштег не реклама. Я собирался удивить всех. Я хотел выглядеть очень круто с моими 2 парами новых джинс. Я купил простую пару синих, а потом точно такую же пару на случай, если пролью кетчуп на... Это еще одна причина, почему я за заставлять и детей платить за их одежду. Чтобы так и не узнали, как дорого стоит одежда. Серьезно, 2 пары джинс обошлись $70? Знаете, сколько карточек с покемонами можно было бы купить? Достаточно, чтобы сделать свою собственную пару штанов. Это было до того, как я узнал про магический мир Goodwill. В Goodwill вы можете приобрести посредственные джинсы в сомнительных пятнах за четверть цены в Coils. И так как мне приходилось покупать всю мою одежду, и я был безработным, я приходил в Goodwill каждую субботу, когда все было за полцены. Вы в Goodwill, и все за полцены. Это как двойная скидка, народ. Вот в чем штука. Обычно у магазинов есть определенный стиль, в котором они специализируются. В Тилис ты знаешь, что найдешь хипстерскую одежду в стиле Лос-Анджелеса. В Одно получится наряд белый-белый мальчик из Гау. В H&M ты знаешь, что будешь демонетизирован. Но когда ты ступаешь на порог местного Goodwill, ты не знаешь, что купишь. Ты получишь все стили одежды в одном месте. Я купил свою любимую футболку в Goodwill. Даже надел ее на мероприятие VidCon. Но знаете, это мероприятие, где я даже не говорил в микрофон, и вы даже не могли услышать половину сказанных слов. Но Джеймс, я не хочу носить вещи, которые уже носили другие люди. Они противны. Они очень противны. Да, верно, да. Ты не знаешь, кто еще носил твои вещи. Но опять же, ты мог бы носить что-то, что когда ты носил... The odd ones out. Да, верно, я сдаю свои вещи в Goodwill. Сокращай, повторно используй, перерабатывай, бэби. Почему кто-то сделал пару поки-штанов из карточек с покемонами? И отдал ее. Я не говорю не покупать дорогие вещи. Покупайте все, что хотите купить, и можете позволить. Если есть 2 футболки, одна за $40 и одна за $5, и вам очень-очень нравится за 40 и не нравится за 5, стоит взять футболку за $40, потому что в конце концов вы будете носить ее чаще. В экономике есть термин, описывающий, сколько счастья продукт доставит вам. Это единица полезности. Иногда покупка более дорогих вещей принесет больше единиц полезности к счастью, так что это стоит того, чтобы купить дорогую одежду. Но не для меня. Я получаю намного больше счастья, покупая футболку за $5. Вы не можете добавить цену к этой куче единиц полезности, которые я получаю от ношения футболки, которая мне нравится за 5. Вы можете носить свои Supreme Abercrombie, все что хотите.
Я просто не думаю, что так разумно тратить столько денег на белую футболку с приутяженным логотипом. В этой футболке нет столько материала, который делал бы ее такой дорогой, какая она есть. 60% волос единорога, 40% хлопок. Оу, неважно. То, что вы на самом деле делаете, это платите за бренд. То, что вы можете просто прицепить 2 20-долларовые купюры на свою футболку и написать маркером. Все смотрите, у меня есть $40. Но опять же, если вам нравится дизайн белой футболки с красным прямоугольником, то носите на здоровье. Я не говорю вам, что носить, но я скажу вам это. Не судите кого-то по его одежде. Это типа самое мелочное, что человек может сделать. Даже если кто-то носит старые обноски или очень дорогие брендовые футболки, не относитесь к людям по-разному из-за их одежды. Тут есть один ютубер, я не буду называть имен, но нарисую картинку, которая учит детей, что их ценность как личности относится к сумме денег, которые они тратят на их одежду. Не делайте этого, окей? Серьезный разговор закончился. Школьная форма! Люди, поддерживающие школьную форму, говорят, что форма лучше, потому что тогда детям не надо думать, что они наденут на следующий день. Потому что все должны носить одинаковую одежду. Ну, типа, я уже не думаю о том, что ношу. Наверное, вот почему я голый прямо сейчас. Я не собираюсь просто выйти из дома в... я не знаю... розовом пончо. У меня есть стандарты. Я просто покупаю одежду, которая, я считаю, выглядит хорошо. В школе я в основном носил одноцветные футболки с своеобразным вырезом. И однажды парень в самый последний день учебы сказал мне: «Джеймс, ты всегда носишь одноцветные футболки. Ты как персонаж мультика». Это то, к чему я стремлюсь. Я всегда хотел быть в мультике. Ты просто не представляешь, как я сильно люблю мультики. Однажды я купил эти ботинки с очень большими язычками. Я думал, они выглядели круто, но они определенно так не ощущались. У них не было никакой поддержки для подошвы, и я не мог бегать в них, так что в чем вообще был смысл? И, конечно, ты не должен завязывать шнурки этих ботинок. Я не уверен, кто-то просто сказал мне: «Хей, парень, ты знаешь, что не должен завязывать шнурки таких ботинок, да?» То, что мне приходилось запихивать шнурки внутрь, я постоянно наступал на острые аксельбанты. Аксельбанты — металлические трубки, скрепленные плотно вокруг каждого конца шнурка. И все крутые ребята увидели мои ботинки и сказали: «Хей, Джеймс, у тебя такие крутые ботинки. Не хочешь сесть за нашим столиком?» И я ответил: «Нет, быть крутым — отстой!» Так что теперь я везде ношу теннисные ботинки. Некоторые из вас, кто смотрит в 7-8 классе, прямо сейчас, и вы можете проходить через свою «я хочу выглядеть круто» стадию. Я просто хочу сказать вам, ребятишки, что никого не нужно пытаться впечатлить или что-то доказать. Носите все, что делает вас счастливым, и то, что можете позволить. И вы все равно должны соблюдать школьный дресс-код, это абсолютно другая банка червей. Я никого не поощряю нарушать правила, окей? Всего лишь говорю, что в конце концов, что правда важно. Вы в 7 классе. Все же лето в 7 классе, окей? Просто начните пользоваться дезодорантом, делайте домашку. Вы справитесь. Ау, чувак, что за пупенное видео я сделал? Простите, прошло уже много времени с тех пор, как я делал N-карт. Я путешествовал и гонял. Мораль этого видео в том, что не нужно судить о людях по их одежде, и вам стоит заставлять детей платить за их одежду. Это очень хороший метод воспитания. Я думаю, мои родители поступили очень по-умному, особенно потому, что у них было 5 детей. Как вы будете платить за одежду 5 детей и давать им всем карманно? Ответ: вы не будете. Так что настоящая мораль этого видео: не судите людей по их одежде, и это работает в обе стороны. Не думайте, кто-то автоматически крутой, потому что он носит супер классные вещи, и не думайте, что кто-то слишком отстойный, потому что носит старые обноски. Еще раз спасибо всем замечательным людям, которые помогли раскрасить это видео. Зацените инстаграм того, кто потратил 2,5 часа на сабы. Битвиксен. Я не могу проговорить целое видео про одежду и не помянуть свой магазин с мерчем. Весь этот разговор про футболки напомнил мне, что стоит обновить мой магазин. И записывая это, я не сделал еще никаких новых дизайнов. Но если я сделаю что-то до того, как это видео выйдет, тогда вау! Только посмотрите на них, обязательно зацените мерч. Я буду добавлять дизайн когда-нибудь. И помните, не важно, что на вас надето, вы должны всегда пристегивать ремни безопасности.